Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендж «Семья на мели», молодая семья на мели. И у нас сегодня большое событие, потому что наша Сэмми должна разродиться, то есть у нее должен родиться малыш. Мальчик, девочка, мы не знаем. И когда именно это произойдет, мы тоже не знаем, но, скорее всего, где-то к часам к 10, к 11, где-то около того это произойдет. И, как вы видите, у нас театр пантомимы, миниатюр каких-то странных. А еще наша Сэмми вытирала вообще лужу после себя, потому что беременная женщина с одной ванной — это катастрофа. Она не успевает добежать второй раз, к сожалению. Но это больше связано именно с ее беременностью. И давайте переключимся сюда. Так, она хочет кушать. На самом деле, ей бы очень хорошо было бы сегодня приготовить что-то поесть, потому что, как я в прошлой серии сказала, у нас тут на вечеринку, когда готовишь, оно как-то очень быстро улетает. У нас семья очень большая, и она скоро станет еще больше. Я хотела посмотреть, что у них по учебе. Она вроде сегодня у нас не учится, но она сегодня работает. У нас, кстати, немножко упала продуктивность, потому что мы вчера ходили очень уставшие. Ну, в общем, она должна домашку сделать. Так, Тымин, что ты голодный, ты кушаешь, отлично. И у нас 2 дня, и через 6 часов у нас завершено провести презентацию. Домашняя работа не начата. Давайте закончим домашнюю работу, пока девочки спят, улучшить и упорядочить, потому что она у нас пока плохая. И потом мы должны сделать домашку. Вот так вот. И сидим, собственно говоря, ждем новостей от нашей Сэмми. Кто же у нас родится и когда это произойдет? Она пока приготовит у нас еду, наверное, тоже получится. Так, что-то у нас ничего нельзя. Видимо, у нас закончились продукты, слушайте. Нам, наверное, надо заказать доставку. У нас денег нет вообще. Но мы, наверное, можем супчик, как его, грибной. Что, и супчик грибной не можем? Где он вообще? Он где-то должен быть. Это наш спаситель. Вот, грибной суп. Наш спаситель для вечеринки. Вот, для вечеринки. Любой гриб 4 штуки. Отлично. Это наш спаситель. Пока мы не можем себе ничего позволить. Да, солнышко, моя хорошая, она уже мается, ей плохо, как-то она опять напрудила в штанишки, потому что, ну, она не добежала. Тымин был в туалете, и она просто не успела, к сожалению. Так, вы все внимательные, это, конечно, круто. А еще у нас наконец-то чисто, потому что Тымин недавно пропылесосил, и это не может не радовать. И нам надо, наверное, собрать наши фрукты, овощи для того, чтобы они у нас были. Так, садоводство, хорошо. На самом деле, на каком уровне там можно собрать все? Вот массовая продажа на каком у нас уровне? 8. Ага. Вот собрать весь урожай. Потом сходи, собери, пожалуйста, весь урожай, но это будет не скоро. Не скоро это будет. Так, малышки еще спят. Наши 2 тодлера, которых мы никак не можем отселить от себя, потому что мне кажется, что им комфортненько на самом деле всем жить здесь вместе. Мне кажется, это хорошо. Так, и пропали, пожалуйста. И хотя, наверное, он уже пойдет потом на учебу, потому что она, конечно, через 6 часов, но ну, как бы да. Мне кажется, тут кто-то стирал и не достирал. Как обычно оставил. Да. Да-да-да, как обычно. Надеюсь, оно там не протухло. Как это бывает в реальности. Ой, у нас опять вонючка. А я поставила сюда шкаф. Так, у нас кто-то проснулся. Угу. Привет, моя дорогая. Пайпер, что ты хочешь кушать? Ты хочешь кушать. Давай тебе дадим покушать. Мне кажется, там еще 1 или 2 порции остались. И прятать мы тоже, скорее всего, не будем, потому что скоро и вторая малышка тоже проснется. Нету. А, вот 2 порции. Ровно 2 порции. Вечеринка тоже мне. Так, давай поставим. Так, возьми порцию. Слушайте, у нас тут много чего. Маленький баклажан, куча картошки. Но самого главного нет. Видимо, яиц такого ничего нет у нас. И мы не можем из этого готовить.
О, у нее 8 уровень. Слушайте, она прям молодец. Она прям да, прям да. Так, нужно обязательно спрятать, чтобы оно не пропало, потому что я немножко очень игриво. Рожает, рожает. Эй, женщина, вы опять хотите в туалет? Сходи сначала в туалет, а потом рожай. Слушайте, ну я не пойду с ней в больницу, честно. Я не буду ее сопровождать в больницу, потому что я, короче, не хочу на это тратить. На это потратится просто какое-то сумасшедшее количество времени, я на это не готова. Я понимаю, что ты рожаешь сначала в туалет, потом рожать. Потому что в туалет это у нас святое. Можешь сначала еще развесить, пожалуйста? Я понимаю, что это не очень красиво, но у нас были определенные планы, и нам нужно их сделать. На самом деле, если первые схватки, то можно еще как бы не спешить. Там, если определенное количество времени проходит между схватками, то там еще не скоро. Вот будем делать вид, что у нас еще такие слишком удаленные между собой схватки, и мы еще можем что-то сделать. И дома рожать я ее не хочу оставлять, пусть идет в больницу. Вторая малышка у нас так и спит, слушайте. Она протухла, блин. Протухла. Она так и протухшая будет висеть. Так, ну давайте ее отправляем в больницу. Так, подождите. Поддержать Фоксбери. Нет, что-то не то. Смотреть на вещи веселее. Это классно, на самом деле. Роди в больнице, пожалуйста. Нет, отправить самостоятельно. Ну что, кто у нас? Мальчик, девочка, мальчик, девочка? О, это девочка! У нас третья девочка, вы представляете? Третья девочка. Ну что ж, а ну-ка, если кубик, Лидия. Давайте Лилия. Нет, как-то Лили. Просто Лили. Ой, нет, не то. Готово. Я нас поздравляю. То, что мы слышали поп, и то, что мы съели одну клубничку, нам помогло. Вот наша Лили, вот наша девочка. Наш Тэмин так хотел мальчика, но мы опять девочку ему дали. Давай, милая, наверное, поделай-ка ты домашку, пока у нас малышка спит спокойно. Потому что я боюсь, нам же на завтра это все надо, мы не успеем ничего. Во сколько он у нас там он идет? Он тоже хочет спать. Ну, потому что они очень рано проснулись, на самом деле. Через 2 часа. Он не успеет. О, нужно наушники включить. Для того, чтобы как-то было повеселей, повеселей. Так, рытрю. Тикс. Вздремни, пожалуйста, перед учебой. Он вряд ли успеет, но вдруг... Так. А куда ты пошла, мадам? Ты просто... Я не могу добраться до вашего поста. А что у нас тут? Что? Так, сходи пока покушай, пожалуйста. Что тебе грустно? Почему тебе грустно? Новый член семьи? Вся в слезах после встречи с новым, которого не хотела. Ну, милочка, что поделать? Придется принять. А где Сэмми? Где она? Она уже дома. Я думала, она где-то болтается. Короче, расстроилась наша Соу, что у нее новая сестренка. Не понравилось ей это дело. Ну, бывает, что старшие не принимают младших. К сожалению, это такая история, ну, как бы обычная история, обычная. Так, Тэмин уже скоро идет у нас на занятие. А что у нас произошло? Что-то произошло. Он собрал весь урожай, видимо. Нам бы еще защитить презентацию. Было бы хорошо вообще, было бы идеально, если бы он защитил презентацию. Но мне кажется, он не сегодня. Очень голодна. И почему она не сообщает об этом? Ну что ж, 6 утра, доброе утро. В многодетной семье все уже не спят, потому что малышка не спит, и я теперь все-таки задумалась над отселением ее куда-нибудь, потому что она всех перебудила, и это не очень хорошо. И нам нужно вообще разбираться, потому что вчера вечером толком ничего не произошло, они так какими-то домашними делами в основном занимались, а не тем, чем надо. А надо вообще-то учебой, если честно. Я уже забыла, на самом деле, как Сэмми выглядит не беременная. А еще
наш глава семейства, наш Тымин, который расстроился тому, что у него родилась еще одна дочь. Он, конечно, радуется дочери, все прекрасно, он их всех любит. Кстати, девочки вообще не приняли свою сестру, они расстроенные, злые, и вообще какая-то катастрофа немножечко такая, знаете, домашнего масштаба. Так вот, Тымин расстроился, и что вы думали, он сделал? Он завел собаку. Он завел собаку, вы понимаете? Мне было печали, просто у нас родился еще один ребенок, и мы решили еще ребенка завести, потому что это щеночек, который вырастет. И я не знаю, о чем он думал, но он потратил на это весь семейный бюджет. Мы даже эти игрушки продавали, при том, что по почте прислали нам все-таки игрушки и овощи почему-то. В итоге у нас все вообще, все. Мы все продали, чтобы купить собаку. Ну, там надо было 200 семленов заплатить за то, чтобы удочерить собачку, усобачить, ну, короче, взять из приюта. И надо было еще вот подстилочку и вот эту кормежку, потому что отдельную миску я вообще никогда не покупаю, это бессмысленно. Потому что ваши собаки будут и кошки постоянно голодные, так как вы не будете успевать это все пополнять. А еще наш Тымин поделился мыслью о том, что он все-таки хочет быть ветеринаром, но он не будет бросать свою учебу, но он думает о том, чтобы все-таки купить участок, который под ветеринарную клинику, и постепенно ее обставлять. И нам нужно посмотреть цены, на самом деле, на ветеринарные клиники. Вот такие вот делишки. И у нас кое-кто вообще не выспался. Ну, это логично, на самом деле. Нам бы наушнички включить. Надо посмотреть, кто сегодня на учебу идет, а кто не идет, потому что никто не выспался из-за малышки. Так, ты пока кушай и слушай наушники, и потом, наверное, все-таки ты поспи хотя бы немного. Так, тебе тоже надо включить наушники, пока ты будешь баюкать свою дочь. Тебе нужно послушать что-то. Вот мне кажется, что она сделала всю домашку, потому что у нее все одновременно. У нее же в этот раз все совпадает. Вот, да, среда. У нас сегодня среда. Она через 9 часов. Через 3 часа домашнее задание завершено. Единственное, что ей нужно, это поспать. Ну, я думаю, она сейчас убаюкает дочь свою. Так, а с тобой что? Давайте посмотрим с тобой, что через 7 часов. Вот, через 7 часов и через 2 дня. Домашняя работа не начата, домашняя работа завершена. Хорошо. Это не может не радовать. Так, что вы? Расстроенные, самые расстроенные в этом мире дети, которые вообще мало внимания. Ну да, маловато внимания, согласна. Сердитая усталость. Ну да, у нас малышка плачет, и это как бы не очень хорошо. Сейчас мы ее успокоим, сейчас все будет хорошо, сейчас все будет хорошо, не переживайте. Сейчас мы всех покормим. Иди спать, пожалуйста. Сейчас мы успокоим малышку. Так, ты хочешь кушать очень сильно? Вроде у нас малышка успокоилась, слушайте. Давайте достанем тогда. Надо еще приготовить еды, потому что, блин, у нас так много людей, что еда кончается слишком быстро. А еще, на самом деле, надо что-то мясное приготовить, потому что это неправильно, что дети не едят мясо. Овощи, конечно, хорошо, прекрасно, я даже бы сказала, но вообще-то нужно и мясо кушать. Так, одна малышка легла, и потом бы она бы легла бы. У нас опять мышка завелась. Ой, ты ёшкин кот, и это все мешает. А что ты не доел? Вот расскажи мне, пожалуйста, такую интересную вещь. Из этой мыши, вот потом прибей ее, пожалуйста. Эти мыши отвлекают очень сильно, очень сильно. То есть на них отвлекаются обжорливые питомцы хурма. А, это, кстати, хурма ее зовут. Залезла туда вместе с лапами. И хорошая. Девочка. По-моему, тоже она девочка, да? Хурма, да, по-моему, она тоже девочка. У нас тут женский батальон просто. То есть ты не будешь доедать, да? Вот просто категорически ты против этого. Ты все время будешь реагировать на эту мышь дурацкую. Окей. Я как бы чё я? А я чё? Надо, кстати, назначить, составить расписание 1 час, наверное. Раз 6 часов это как-то маловато. Давайте как-то ее гладить. Другие варианты дружелюбные только.
подражать и еще гладить. Мы это все, что мы можем делать, а потом идем спать и не плачем. Да, у нас такая сложная ситуация. Родители немножко недооценили свои силы. Да, пупсик, моя хорошая. Мне так жалко этих детей, которые мало уделяют внимания. Это неправильно. Родители все спят, потому что им нужно на учебу, а дети хотят внимания. Я их прекрасно понимаю. Им завели собаку. Так, сами на занятиях дети тут сами развлекаются, короче, друг друга развлекают, хоть как-то. В итоге они вообще не высыпаются, надо явно малышку отселять, потому что она никому не даст покоя, никому не даст выспаться. Просто, скорее всего, я сейчас поселю ее во вторую спальню, и тот, кто дежурный ночью, будет как бы дежурить с ней ночью, потому что иначе это катастрофа немножечко будет, потому что никто не выспится, никто не выживет. Сходи, пожалуйста, на горшок после этого. Так, Асол, что? Ты хочешь кушать? Да, ты хочешь кушать. Давайте открой наш супчик, достанем. Тут вроде еще что-то есть. По-моему, папа так в итоге и не съел нормально вообще ничего. Так, ты только кушать хочешь? Ты более-менее выспалась. Ну так, относительно. Она никому не дает поспать. Ну, как бы она маленькая. Это нормально. Так, Сэмми с уверенностью. Такое сердце наверняка. О, отлично. Слушайте, отлично. Во-первых, я хотела посмотреть, что у нас через 5 часов. Вот, через 2 дня, через 5 часов. Что у нас самое критичное? У нас самое критичное в туалет. Мгм. Сейчас она... Вот, душ. И, наверное, тоже съест супчика. И в это время она будет слушать. И я надеюсь, хоть немножко она поправит свое состояние, короче. Так. Я хотела вам показать. Вот, смотрите, у них одинаковые эти пижамки. Только у одной розовая в ламу, а у другой синенькая в ламу. Ну это же прикольно, это же так мило. Вообще невыносимо просто. Ну, не знаю, у меня это вызывает просто какое-то дикое умиление. Когда я нашла эти пижамки, это просто вообще так. Ты в порядке тут, собачка, щеночек, хурма? Надо же еще за щеночком следить, как вы понимаете. Чтобы вы понимали вообще это все. Вот она опять тоже пришла. Вот что это? Что это может быть? Это может быть все? Нет, не все. Ты не можешь вообще, да? Так, не иди пока в туалет. Давай уничтожай ее до конца, пожалуйста. Или вызывать уже этого... Что ты не можешь? Что происходит? Я же тебя послала ее вот как бы уничтожить, потому что она уже достала всех и вся. Ну, вроде она... Ну, если нету вот этой штуки, значит все. Ну, надеемся. Давай ты тоже супчика съешь. Сейчас все съедят супчика, и как бы все, на этом все закончится. Ну, что поделать. Я думаю, сами не успеют на самом деле приготовить еще что-то. Но у нас и продуктов нет, у нас и денег нету, и продуктов нет. Но она сегодня пойдет на работу, и есть надежда на то, что она все-таки заработает денег, и мы купим продуктов. Потому что, повторюсь, овощи, конечно, это прекрасно, но нужно как бы еще и мяско есть детям. Это им нужно для развития. На самом деле и мясо, и масло, и все, в общем, все микроэлементы очень сильно нужны. Так, папа у нас просто так болтается. Тогда помой, пожалуйста. Заодно ты с ней пообщаешься. Она там плачет в одиночестве, уделишь ей время, а потом сходишь сам в туалешку. Потому что иначе никак. У нас уже все переполнено, все корзины. Ну, ладно уже. Так. Маман, ты в хорошем настроении, слушайте. Ну, только она спать хочет. Давай тогда быстренько приготовь хоть что-нибудь. Так, фруктовый салат вообще не вариант. У нас хоть что-нибудь. Салат с арбузом. Давайте уже салат с арбузом, наверное. На одну персону шикарно. Это нам вообще не подходит. Ну, хоть что-то же должно быть, кроме грибного супа. Хоть что. Вот, я кисоба. Прекрасно, вот. Шикарно, все, шикарно. Хоть что-то она приготовит.
Занятие. Я надеюсь, он успеет помыть дочь и сходить в туалет. Так. Наушники просто наше спасение. Это наше все. Мне кажется, ванная загрязнилась, если честно. Есть такое скромненькое предположение. Скромненькое. Так, ты готов кушать? Ты как себя чувствуешь? Ты хочешь в туалет? Но они сейчас уйдут, на самом деле, на учебу. Так, что ты мне тут рассказываешь? Что ты уснула? Угу. Вздремни-ка, пожалуйста. О, 9 навык, отлично. Текс. Ты хочешь в туалет, но тебя некому отвезти, потому что все заняты. Ну, давайте попробуем. Попробуем. Может, она успеет. Перестань играться, чтобы ты была ничем не задействована. Слушай, ну, может быть, она успеет. Так, быстренько в холодильничек. Ну что, она сводит, нет? Что ты прицепилась к этой игрушке? Вот что ты прицепилась? О, он успел в туалет сходить и идет на учебу. Отлично. Все. Я не буду говорить, что мне кажется, что у нас начинает получаться, потому что в этот момент что-нибудь случится такое, что вообще непредсказуемое. Что все пойдет на смарку. Поэтому я молчу. Так, пожалуйста, бери дочь и иди. Через сколько? Через час. Успевает все. Она очень хочет спать. Ну что поделать, надо ее... Нет, не хочет, серьезно? Что это такое? Проверить малыша. Не хочет она? Ну, вздремни, пожалуйста, тогда. Она хочет спать. Она сердитая, хочет спать. Устроить истерику. Отлично. Иди спать тогда. Раз ты такая рассекая, не хочешь в туалет, иди спать. Устраивает она нам тут истерики, понимаешь ли, оказывается. Она у нас такая барышня. Мне интересно, он успеет вернуться до того, как наша Сэмми уйдет? Мне прям очень интересно. Или у нас дети пойдут в сад на час. Так, Тэмин вернулся, и вот, она идет на занятия. Все, она успевает. Она в нормальном состоянии, отлично. Так, Тэмин хочет спать, но я его, конечно, прекрасно понимаю, но что поделать. Так, слушайте, пока он в таком хорошем состоянии, ребенок этот спит, эти спят. Я не знаю, как вы думаете, мы замерзнем? Наверное, замерзнем. Прохладно. Давайте попробуем. Я хочу еще одно занятие провести хотя бы. Бежать трусцой сюда. Как вы думаете? Может сохраниться перед этим? И посмотреть, замерзнем мы или нет. Так, ну что ж, коврик постелен. Люди приглашены. Вот видите, участник. Там, кстати, вот эта женщина, мы ее даже не звали. Она сразу была участником занятия по йоге. Она, видимо, уже наш постоянный ёжитель. Ты у нас уже тоже участник. Все, вроде бы всех, кого я видела в поле зрения, они все у меня уже приглашены. И мы теперь скрестим пальцы в надежде на то, что как бы все будет хорошо. Так, ты очень голодная. В том плане, что Сэмми еще не вернулась с учебы, но она тут же потом уйдет на куда? На работу. А у нас здесь малышка одна. И как бы я не знаю, как мы просто в надежде будем жить на то, что, во-первых, наш Тэмин не замерзнет, а во-вторых, что наша малышка не придет в какое-то плохое состояние, так, чтобы у нас ее забрали. Вот такая вот история сложная. Изучай формы, пожалуйста. Так, а ты у нас никак не может выспаться вообще. Она все время спит и спит и спит. Так, вот смотрите, она у нас до 16:25 на занятиях. И с 17 она у нас как бы на работе. Ну, вот как-то так. Я надеюсь, что она успеет вздремнуть. Я надеюсь, что наш Тэмин сейчас заработает денег, и я куплю кофемашину, короче. Видимо, по-другому никак не получится. Они никак не могут выспаться. Все-таки надо спать по очереди с малышкой, потому что это просто невыносимо. Но это невозможно не выспаться, не нормально работать, не учиться, ничего. Так, женщина, а вы у нас кто? Вы у нас участник йоги. Но ты у нас какой-то не участник. Участник, не участник какой-то. Давайте приглашаем. Ты у нас кто? Приглашаем.
Мы всех приглашаем. Всех, всех, всех. Так, давайте пока посчитаем, сколько у нас тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, уже 7. Уже неплохо, уже неплохо. Нам бы еще. О, вот еще мужчинка. Давайте ее... Нет, нельзя его. Ну, ладно. Так, Сэмми вернулась. Пусть она подремлет хотя бы чуть-чуть. Какой дремать, какой дремать. Стоп, 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 стоп. Что ты хочешь? Что ты хочешь? По бутылочке, корчить рожицы, качать и поменять пеленки. Она как раз успеет. Надо было пеленки сначала поменять, а потом все остальное. Ты сейчас проснешься, да? Да, ты сейчас... Собака гавкает. Собака, наверное, хочет тоже внимания. Все хотят внимания. У тебя есть как раз последняя порция. Хорошо, что мы приготовили, слушайте, прям очень хорошо. Вот каждый раз, когда я говорю о том, что все начало налаживаться, нет, ничего не начало налаживаться. Никогда в этой семье ничего не наладится, мне кажется, потому что это катастрофа, а не семья. Мне постоянно принимают какие-то не те решения, как мне кажется. Ну куда ты пошла? Что ты пошла? Зачем? Куда ты собралась ее? Да, ее надо помыть. У тебя так мало времени для того, чтобы поухаживать за малышкой, и ты вот стоишь, тупишь. Пожалуйста, иди, занимайся. А ты иди и ешь свой грибной суп. Мы вот сейчас заработаем денег и купим кофемашину и купим мясо. Приготовим что-нибудь с мясом. Так, слушайте, ну у нас тут не стало больше народу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Нет, блин, всего 7 человек так и осталось. Но у нас будет 700 чем-то. То есть они там по 110 еще какие-то чаевые дают, еще что-то. Они как-то так, в общем, нормально заплатят, я надеюсь. Что ты красная? Вот что ты красная? Ты хочешь есть и спать одновременно. Отлично. Так, блин, Сэмми ушла. Серьезно, она ушла на работу. Блин. Надо было сначала поставить ей, поменять пеленки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это очень плохо, это очень плохо. Так, Пайпер отправляется на работу. Так, ты хочешь есть и спать, а потом, пожалуйста, вздремни здесь, потому что иначе никак. Ох-ох-ох-ох-ох. Зайти в гости. Какие гости, блин? Надеюсь, они скоро уже закончат. Главное не забыть коврик забрать. Потому что он стоит денег. Там малышка разрывается. Но Пайпер, к счастью, недолго на работе, на самом деле. На сколько там часов? До 8, обалдеть. Я боюсь, у нас заберут малышку за это время. Так, Пайпер уже должна, на самом деле, вернуться с работы. Это, конечно, ужасно. Это вообще непостижимо, что происходит в нашем доме. Это вообще катастрофа какая-то. А чё она дольше? Еще нет, бутылочки. Нельзя, чтобы так малышка кричала, но Тэмин еще не закончил, реально. Он еще там, ну, во-первых, он не замерз, это уже, конечно, хорошо, но он еще продолжает. Это катастрофа просто вселенского масштаба. Давайте, наверное, ее на работе, блин. Ну же должна просто уже все, уже должна уйти с работы. Уйти раньше. Все, давайте уйти раньше. Да, мне все равно, сколько ей заплатят, не заплатят, потому что 81 шикарно. Шикарную сумму нам заплатили. Нам надо малышку успокоить, это важнее. Потому что она уже тут в истерике в такой бьется. Уже истерика на истерике. Да, и надо помыть малышку. Что ты? Очень грязная одежда. Да, я знаю, что у нас очень грязная одежда. Нам вот эту малышку надо помыть, потому что она уже, короче, не выдержала, по-моему. Ох. Короче, нет. Повторюсь, я говорю, каждый раз, когда мне кажется, что все налаживается, нет, это мне кажется. Так, нет, она бутылочку не хочет.
Она просто хотела, чтобы ей поменяли пеленки. И все, понимаете? И все. Давай, тебя помоют, и ты сможешь лечь спать. Что ты опять? Опять грустная, усталость. С тобой надо поиграться. Ну, сейчас папа все-таки, он когда-то же закончит в этой жизни. Он доволен, счастлив от того, что новый ребенок, новорожденный. Прекрасно, только за ним нужно ухаживать вообще-то. Я надеюсь, этот Сэмми сможет ее помнить, потому что почему-то Тэмин спокойно купает детей в ванной, а Сэмми как-то так вообще не особо хочет это делать, и не знаю почему. Непонятно. Короче, денег на мясо у нас нет, я надеюсь сейчас на Тэмина. Если честно, что он хорошо заработает на йоге. Так, ну что, смотрим. Пойдут они мыться или нет. Ну, в этих ластах, конечно. Но это самая высокооплачиваемая подработка, которая временная работа. Ну что, поговорить? Нам вообще-то не говорить надо, а мыться надо. Вы нормальные вообще? Алло, женщина. Тебе нужно покупать в ванне с пеной твоего ребенка. Да, у нее как бы памперсы, его надо поменять, ее надо помыть для этого. Да, ну что, есть надежда, что она ее все-таки помоет. О, ура, ну наконец-то, слушайте. Потому что это просто какой-то кошмар. В этих ластах. Это очень смешно. Так, ну мойтесь, давайте, я вас оставлю в покое. Так, а с тобой надо, да. С тобой тоже надо поговорить, хвалить. Надо что-то сделать с тобой, чтобы поднять настроение, поднять с любовью. Уделить, короче, время малышу, потому что, как бы, конечно, прекрасно, что и ложись спать тогда, что у вас появился новый малыш, но как бы и за старыми нужно ухаживать, за старшими, потому что они, конечно, стали старшими, но они не стали старше от этого. О, все, вроде, насколько я знаю, вот этой позой заканчивается на самом деле йога. А почему ты в этой позе не лежишь? Интересный ты мой мужчина. Ну что, нет, все. Вот, все, 660 мы получили, отлично. Он все-таки подмерзает, поэтому мы бежим, мы забираем, положив багаж и бежим домой. Вот, все, мы успели. Но зато мы 600 симулеонов заработали, это шикарно, я считаю. Так, она общается с малышкой, хорошо. А ты бежишь домой, принимаешь душ и ложишься спать, но ты ложишься спать с малышкой, которую мы сейчас к тебе подселим, иначе мы никто не выспимся. А нет, не ты, потому что кто у нас завтра? Через 2 дня. Ты у нас завтра на учебе, насколько я помню. Ты у нас завтра, да, у тебя завтра учеба, провести презентацию, домашняя работа еще не начата. Вот. Ты у нас как раз-таки спишь здесь. Ну и ладно. В общем, на этой веселой ноте я предлагаю закончить. Они какие-то такие грустные сидят, как будто что-то серьезное обсуждают. На самом деле, что-то хорошее, надеюсь, они обсуждают. В общем, как видите, очень весело и сложно. Зато не скучно, вообще не скучно. В следующей серии, я надеюсь, мы купим ветеринарную клинику или хотя бы, ну, скорее всего, участок под ветеринарную клинику и потихоньку начнем там работать по выходным. Как вы на это смотрите? Потому что Тэмин сказал, что он хочет быть ветеринаром, он не хочет быть этим человеческим врачом. Врачом ему нравится, поэтому он хочет лечить животных. Так что посмотрим, что у него получится. Наверное, надо какой-то там навык развить. Он же не может просто так взять и начать лечить животных. Мне кажется, это как-то неправильно. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк и узнайте, что будет в следующей серии. Пока-пока.